Да, у меня есть идея, я в нее верю, я в свои деньги кровные. Давай расскажи, как вы деньги зарабатываете. Мы перепродаем поездки. Многие бизнесы с нами работают с основания компании. Которые расплачиваются мелочью и бумажными купюрами. За 2020 год 320 миллионов рублей. Какие планы на ближайшие 3-5 лет? Можем в хоккей поиграть. Всем добрый день, с вами снова я, Алексей Белов, и канал «Открытый бизнес». И мы сегодня снова говорим о предпринимателях для предпринимателей. Сегодня я в гостях у Сергея Алумова, директора и основателя компании Call to Visit. Такой проект на пересечении, как я это понимаю, Сергей нам сейчас постепенно расскажет, на пересечении онлайна и офлайна. По традиции у нас простой начальный вопрос. Сергей, расскажи немножко о компании, чем вы занимаетесь, какие услуги оказываете, там, территории, покрытие, клиенты, что хочешь. Ну, компанию мы основали в 2017 году. Начинаем, так скажем, с рождения, с истории. Основали мы ее вместе с моим партнером Дмитрием Егоровым. Идея заключалась, на самом деле, была на поверхности. Мы работали в дата-компании Выборама. Работали с застройщиками. И в воронке продаж у застройщика увидели такой момент, что нужно оптимизировать стоимость лида, но не было решений, которые бы помогали это сделать быстро, эффективно и, что самое главное, недорого. Мы подумали, а почему бы не внедрить такое решение на сайт, куда ведется, соответственно, трафик, чтобы можно было клиенту предложить бесплатное такси, посетить в офис продаж. Для клиента, конечно, потребителя это, соответственно, бесплатная услуга. Для бизнеса, это стоимость услуги такси плюс некая наценка за технологию, которую мы предоставляем. Мы сделали небольшой MVP, скинулись вместе с партнером, это около 1 миллиона рублей, для того, чтобы написать такую базовую технологию. Начали продавать ее еще до того, как ее дописали. Правильно, как все стартаперы, продаешь еще сырой продукт, чтобы понять, как бы он будет интересен, да? Да, его еще не было. Мы сформировали, так скажем, внутри себя некий регламент, что будет для нас являться показателем успеха, то, что можно уже это развивать, масштабировать и так далее. Первое – это то, что нам за это заплатят. И второе, то, что заплатит бизнес, заплатит повторно. Значит, он видит в этом пользу и будет постоянно с нами работать. А у нас до сих пор ретеншн достаточно большой, высокий. То есть некоторые компании с нами еще с основания компании работают. Сделали небольшое решение, начали, еще сырое, начали его продавать, увидели первые деньги на счету, быстренько сварганили небольшое такое решение лайтовое, поставили клиенту на сайт специальную кнопочку, которая призывала к тому, чтобы посетить, так скажем, офис продаж. Поняли то, что это действительно нравится, это удобно для клиентов и это выгодно для бизнеса. И, соответственно, начали искать уже большие средства для того, чтобы написать полноценную платформу, которая сможет обрабатывать достаточно большие объемы заказов. Подключили, начали договариваться с агрегаторами, потому что первые поездки были, на самом деле, открыли стандартный бизнес-кабинет Яндекс.Такси. С виджета у нас падал заказ, мне приходил на телефон приходил смс, где я видел параметры заказа, номер телефона клиента, имя и куда он хочет приехать. И, соответственно, сразу открывал ноутбук, заводил этот заказ руками и, соответственно, совершались все так и есть, все так и бывает. Так, давай по порядку. Давай по порядку пойдем, чтобы у нас для тех, кто будет нас смотреть, была все-таки логика, как вы это делаете, мы это подробно разберем. Скажи мне, а вот эта идея, она пришла к вам из потребностей, которые вы тогда ощущали, я так понял, ее создали. Вы смотрели такого проекта зарубежный, Америки, США? Как пришла идея, по сути, Я смотрел различные сервисы, технологии, смотрел, кстати, много интервью. Интервью очень полезная история. Я раньше не знал, что интервью дает столько, потому что выжимку дает фактически. То есть абсолютно. Можем пообщаться. Ты можешь не знать каких-то успешных людей в сферах, но ты можешь с ними пообщаться, не встречаясь с ними. Это можно сделать через YouTube. Я могу сегодня с 10 миллиардерами пообщаться, их не знаю при этом. Абсолютно точно, очень классно. Отличная информация. Я смотрел, кстати, на тот момент основателя Callback Hunter, я не знаю, Руслан Тутунашвили, может быть, слышишь, помните Callback Hunter, обратные звонки? Конечно. Мы, по сути, изначально придумали виджет, просто там тогда создавались активно виджеты обратных звонков, Call Touch, Callback Hunter, Comagic и так далее.
И я подумал, а почему бы не сделать просто такси? То же самое, только такси. Только у тебя стоимость, ну, как бы, это уже не с воронки, то есть это просто звонок, а это встреча. То есть она более ценная. Для кого вы это дело делаете, да, кто это покупает, в чем ценность, собственно, для них от этого продукта? Эволюционно у нас сформировалось два направления. Первое направление мы сейчас на текущий момент делим на такси и доставку. Такси, ну, естественно, для клиентов бизнеса. И в этом направлении есть два поднаправления. Такси офис продаж, когда мы предоставляем бизнесу, ну, в частности, там, застройщикам, например, технологию, посредством которой бизнес может привозить к себе клиента. Это может быть инструмент, который интегрируется на сайт, то есть это кнопка бесплатного такси. Это может быть инструмент, который интегрируется в CRM-систему. То есть мы написали для многих известных CRM-систем, там, типа AMA, CRM, Bittrex, приложения, через которые сотрудники колл-центра или менеджеры отдела продаж могут сформировать заказ, не выходя из своей стандартной привычной платформы. Это может быть просто наш личный кабинет, мобильное приложение и так далее. Это вот первое направление. Тут ценность данного продукта в том, что мы помогаем бизнесу как раз-таки ускорять цикл сделки за счет предложения бесплатного такси. Есть решение, которое позволяет такси за покупки. Тут мы уходим от обратного. Мы перепродаем поездки. Где высокая частота может быть поездок? В ритейле. Продуктовый ритейл. Что мы можем вам предложить? А давай не будем не привозить, потому что привозить непонятно. Совершит он, купит, не купит. Да, это Да, ценность не совсем ясна. Ценность не ясна. Давай будем увозить. Если сейчас встать в любом спальном районе, можно каждый день увидеть там сотни людей, которые будут идти, вот же именно женщины с тяжелыми пакетами. Видно, что она там покупает на достаточно приличные деньги. И мы подумали, а почему бы не сделать такой формат, в котором мы можем клиента увозить при определенном чеке. Ты купи больше, соответственно, тебе дадут такой сервис, при котором ты сможешь купить на больше товаров. Один из первых клиентов это был Перекресток, X5 Retail Group и Виктория, это группа компании Dixie. То же самое, те же самые принципы. Бизнес пользуется, видит в этом эффективность, повторно оплачивает, это сработало. И клиенты пользуются, видят в этом какой-то для себя value, совершают поездки. Поездки растут, все растет, мы видим в этом преимущество. Сначала все было автоматизировано, при покупке получается слепчек, по которому может активировать эту поездку по специальной ссылочке перейдя. Но мы поняли, за продуктами ходят не только продвинутые люди с телефонами, которым удобно что-то отсканировать, а люди, которым, не знаю, там бабушки, дедушки. Которые расплачиваются мелочью и бумажными купюрами. Да? Таких все меньше становится, но таких в магазинах много. Таких меньше, но в абсолюте в магазинах таких очень много, я бы сказал. И мы увидели потребность, то, что людям просто нужно куда-то позвонить. И по телефону, даже вот, если можно привести пример, те же самые сервисы агрегатора такси, то есть это преимущество, что ты в приложении, сам никуда ничего не звонишь, заказываешь, тебе приезжают. И спустя там много лет мы видели все рекламу, да, то, что там, да, тот же самый Яндекс.Такси. Яндекс.Такси дал телефон. Дал телефон. Да, это мне тоже это было очень... Но я понимал, что всегда есть группа людей, да, старшего возраста или тех, кто не особенно дружит с технологиями, да, и они все равно остаются, грубо говоря, непокрытыми. Да, вот. Конечно. Вот. И такая группа, я, конечно, никогда не задавался вопросом, насколько она большая, да, но вот, кстати, ты, наверное, можешь уже, сейчас интересно. 30% людей, то есть взять 100% те люди, которые пользуются нашим сервисом, а еще раз повторюсь, то есть это люди, не которые приходят в магазин, покупают там на 500 рублей, да, это те люди, которые совершают покупки там от 3000 рублей и выше, то есть это платежеспособная, хорошая аудитория, которую нужно давать какие-то, преимущества, плюшки, да. 30% людей активируют вот этот оффер посредством как раз-таки колл-центра. Да? То есть происходит звонок, и оператор колл-центра заказывает им такси. Заказывает такси, да, по тому же самому лендингу, на самом деле, через который он сам бы мог заказать, но ему так удобнее. Есть направление продуктов, да, есть направление бытовая техника, электроника, в частности, Эльдорадо Видео. Там идет обслуживание не совсем так, как в продуктовом магазине, то есть не автоматизировано, тебе там есть кассир, выдает чек и так далее. Там более бутиковое обслуживание, с тобой работает сотрудник, который тебе помогает выбирать товар. И он тебе непосредственно, стоя с тобой рядышком, говорит, вот есть фен, например, там за 8 тысяч, но ты можешь купить еще там, не знаю, к фену, или там купить подороже фен за 10 тысяч, и мы тебе дадим тоже оффер от такси.
Вот, то есть он уже тут напрямую влияет На этот повышение офис, чека. на повышение да, то есть, чека, абсолютно. Инструмент повышения чека очень очевидно, казалось бы, да, но вполне действенно. Интересно, конечно, там конверсия, насколько вы знаете, как клип-партнеры вам дают, да, насколько это вообще работает у них, но судя по тому, что они возвращаются к вам, работает. Это работает, конечно, и пока, ну, этот инструмент, он еще пока не во всех сферах деятельности, мы над этим работаем. У людей возникает такой, ну, особенно если первый раз там человек пользуется, он как бы очень приятно удивляется такому предложению, причем мы мониторили вообще, в принципе, рынок не только российский, но и зарубежный, и такого решения, вот как у нас, его, в принципе, в мире пока его нету. Есть какие-то очень локальные там аналоговые истории, например, в Турции вы можете приехать, вам дадут трансфер там до какой-нибудь шубной фабрики. То есть, ну, это немножко не то. Чтобы это было персонализировано и интегрировано в такие крупные бизнесы, как Перекресток, Эльдорадо, МВидео, Лента, то есть, ну, такие, там, не знаю, к застройщикам такого решения нет, и вот мы его как бы создаем. Более того, мы его, кстати, запатентовали, там какие-то части продуктовые, мы их патентуем. Круто. Давай расскажи, как вы деньги зарабатываете, как она вот, где эта маржа, я понимаю, что это вот за такси, да, вокруг этого, но она как-то формируется, как вот, расскажи. Изначально делали платформу, которая будет достаточно прозрачная. За счет чего? За счет того, что мы клиенту предоставляем наименьшую стоимость такси. За счет того, что у нас есть куча агрегаторов, ну, самых крупных, популярных, это Яндекс.Такси, Ситигет и так далее. Потому что кто-то пользуется только одним, а у другого может в это время быть дешевле. Конечно, абсолютно. И так и происходит. За счет использования сразу нескольких агрегаторов оптимизируют бюджет там, до 50%. Ну, даже вы можете взять телефон, там, Яндекс, Сити. Я иногда так делаю. В 2020 году появился запрос на то, чтобы быстро доставлять товары. То же самое видео Эльдорадо. Тем более, что появился риск у вас, да, как у проекта, все-таки все больше и больше людей стали пользоваться доставкой. Мы постоянно растем, вне зависимости. Просто еще очень большой сегмент. Очень большой сегмент, мы очень маленькие относительно вот этого большого рынка, и поэтому нам все равно, что там пандемия, не пандемия, мы всегда росли. А в пандемии выросли за счет еще решения вот этого доставки в 10 раз. То есть у нас объем заказов увеличился в 10 раз за счет вот, решения по такси переориентировалось на доставку. И такси у нас выросло направление, и доставка. А доставка то же самое? То есть ты покупаешь на какой-то чек, и тебе привозят товар? Со стороны клиента ничего не поменялось. Только доставка стала не за 5 дней, а за 2 часа. Товар привозят не там, из какого-то склада, а с ближайшего магазина к тебе, где есть этот товар в наличии. Это и для продуктов тоже работает? Или это только для вот всякой техники? Для бытовой техники, для продуктов это работает ну, с другими сервисами. Мы с продуктами не работаем, ну, по ряду причин. Если возвращаясь к теме, да, как вы зарабатываете, то есть вы за вот работу вашего сервиса берете какую-то комиссию, да? То есть понятно, что есть кост такси, да? Да, конечно. Который покрывается вашим клиентом. И плюс есть вот, это как работает, по подписке или как это, процент от оборота, как это все происходит? Зависит от продукта. Если мы говорим про доставку, мы зарабатываем на комиссии. Фиксируется с клиентом заранее от 15 до 25% в зависимости от объема, от конкретного кейса, от решений, которые мы дополнительно включаем, то есть за какие-то там доработки, еще что-то, мы никогда дополнительно ничего не берем. То есть мы договариваемся изначально, ну, брифуемся, да, что нужно клиенту, сразу все просчитываем заранее и клиенту говорим, что тебе будет все как бы доступно за вот такой-то некий процент от стоимости поездок. Туда может включено быть и интеграции различные доработки, мы постоянно их ведем для ряда крупных клиентов. Туда мы можем включать специальные дэшборды, аналитические инструменты, то есть это не просто количество поездок, а с делением по регионам, по дивизионам, по классам такси, то есть мы тоже их делим по агрегаторам, ну, то есть в различных разрезах. Вот, да, мы берем здесь наценку. В случае продукта такси в офис продаж, тут еще вступает решение ПО, где мы предоставляем инструментарий, который интегрируется на сайт. То есть тут мы еще дополнительно там меньше наценка, она где-то около 10-15%, но при этом мы еще дополнительно берем за ПО, это, ну, как подписку ежемесячно, там, квартально, ежегодно, там зависит от тоже количества объектов, локаций и так далее. Разобрались с темой, как это работает,
Теперь это понятно. Давай теперь поговорим о том, как вы это все продаете клиентам. Да? То есть, каким образом вы находите клиентов. Давай сразу можем, в принципе, в одном вопросе и про маркетинг поговорить, да, как привлекаете, и как продаете. Вот расскажи об этом. Ну, начнем с того, что у нас сейчас порядка 100-120 действующих клиентов, которые регулярно совершают поездки. Продаем мы исключительно через холодные продажи. То есть сами выходим на клиента, это может быть там, через просто звонки по телефону. У нас есть отдел развития бизнеса, который этим занимается, через там, в Фейсбуке, где-то это тендеры. Мы начали себя позиционировать как ну, в онлайн-пространстве, как IT-решение для бизнеса, где у нас есть вот эти вот два направления, такси и доставка. Ну, достаточно успешно, потихоньку делаем такие небольшими маленькими шажками, но, тем не менее, выходим, так скажем, в свет. Ну, участвуем в различных конференциях, естественно, периодически. Недавно вы заняли 2-е место на стартап, как это называлось, могу потом прислать информацию. Но у нас в планах в этом году выпустить B2C мобильное приложение. У нас за все время совершено больше там, 2 миллионов уже поездок да, с клиентов, которые воспользовались нашим сервисом. И мы понимаем, что эти люди, кто-то повторно совершал поездки, кто-то видели в одном бизнесе, потом увидели в другом. И мы понимаем, что людям, в принципе, интересно увидеть какое-то решение, в котором можно посмотреть, куда я могу бесплатно приехать или уехать. Ну, такого вида оффер. И мы придумали такой сервис, RideBack, назвали его RideBack, как кэшбэк, только, ну, тоже можно сказать, финтех-сервис, только тебе возвращаются не деньги в привычном виде через неделю там, или через 2 недели, а тебе прям в сию моменты дается поездка за совершенные целевые действия. Ну, в данном приложении целевое действие будет совершение покупки. Вот тут уже это B2C-шная история, тут мы будем уже, ну, естественно, привлекать инвестиции, и большая часть из этих денег пойдет, естественно, на маркетинг. Тут мы уже будем... Да, тут придется суровый, так сказать, океан, вот этот B2C-шный, там своя стратегия, да, и очень много денег требует маркетинг на то, чтобы завоевать сердца покупателей. Здесь мы уже начнем привлекать клиентов бизнеса. Когда клиент сможет зайти в приложение, увидеть, так, я могу поехать, там, я не знаю, в Перекресток, могу поехать в любой ресторан, мы туда подключим хорику. Стоимость поездки будет, например, 300 рублей, но при этом, чтобы мне воспользоваться этой бесплатной поездкой, мне нужно в бизнесе купить, там, не знаю, покушать в ресторане на 3000 рублей. Будет вызываться такси, у клиента будет замораживаться вот эти 300 рублей за поездку, он приехал, совершил покупку, отсканировал QR-код, Классная и тема. ему вернулись. Хорика требует сейчас просто в период пандемии, да, каких-то поддержек, поэтому любые какие-то инициативы, которые позволят дополнительных клиентов к ним привести, я думаю, они ими будут восприниматься весьма положительно. Хорошо, то есть, насколько резюмируя, мы понимаем, что основной канал продаж у вас сейчас это холодные продажи, то есть вы пытаетесь выйти на людей, принимающих решения, рассказать им про вашу идею, заинтересовать. Также это работает не только через телефон, но и через социальные сети. Мы сейчас обновляем сайт, социальные сети. Это все больше элемент брендинга. Ну, как бы бизнес или там любой человек может зайти, про нас почитать где-то. Где-то мы публикуем, у нас, кстати, пиар также работает на аутсорсе, мы публикуем статьи, с вами сейчас записываем интервью. То есть мы так или иначе о себе заявляем и хотим, чтобы любой, кто хочет что-то, какую-то информацию получить, он может зайти в социальные сети или там куда-то в поисковик, вбить информацию и ознакомиться. У нас, в принципе, вся информация доступна. Давай поговорим о том, как обслуживаете, да, то есть про аккаунтинг, про какие каналы взаимодействия с клиентами или для клиентов используете, какие каналы связи и так далее. Мы регулярно проводим отчетные там презентации, то есть раз в квартал обязательно с клиентом встречаемся. Если клиент с нами давно работает, если недавно, то вообще это может быть чуть ли не каждые 2 недели, раз в месяц, причем с различными срезами, то есть тут метрики не только таксишные, а еще и маркетинговые метрики. Собираем отзывы от клиентов, собираем отзывы от бизнеса, тоже публикуем какие-то кейсы. Ну, а так все достаточно стандартизировано. Естественно, мы пользуемся стандартным инструментариями. Там это как почта, CRM-система, телефония, какие-то там типа Keynote, да, чтобы сделать презентацию. Ну, обычный стандартный базовый набор программ, которыми все пользуются. Хорошо, давай тогда поговорим о том, как вообще проект развивается.
90% идей, которые у людей приходят, они достаточно 1 миллиона рублей и 9 месяцев для того, чтобы протестировать эту гипотезу. Родиться Да. или нет? Родиться или нет, вот именно 9 месяцев. Да. В 2017 году, когда мы открыли компанию, у нас выручка составляла там 2,9 миллиона рублей. За 2020 год мы закрыли 320 миллионов рублей. 2019 год это около 50-60 миллионов рублей. То есть, ну, трекшн достаточно хороший. Агрессивно. Агрессивно. KPI мы ставим на следующий год, мы хотим выйти в 800 миллионов рублей. Ну, достаточно амбициозный KPI мы ставим, но, тем не менее, а как если не Не, ну так? а как не ставить, да? То есть, Да, ну, все декомпозировано, естественно, это не просто цифры из головы. У нас есть четкий план, мы точно понимаем, как, куда нам идти. Мы масштабируем для этого отдел развития бизнеса, там, начинаем какие-то определенные манипуляции проводить с продуктом, чтобы пропускная способность его всегда росла. Потому что, ну, тут все друг от друга зависит. Отдел сопровождения должен развиваться, да, чем больше клиентов, больше поездок, соответственно, и люди также должны расти, и продукты пропорционально Да, этому объему. Потому что объем нужно обслуживать. Еще через 2 года, то есть к 2023 году, мы хотим пробить миллиард. То есть у нас такая вот планка, мы к этому будем стремиться. Естественно, мы на текущий момент развиваем наше текущее направление B2B. Вот уже в декабре мы будем тестировать наши B2C решения. И хотим, естественно, привлечь это, ну, достаточно большие капиталовложения для того, чтобы эту историю B2C-шную развивать. Ну, там речь идет уже там, порядка там, сотни миллионов рублей. Но вы первые деньги получали от частных лиц или вот так получилось, что как-то, или у вас уже с фондом есть какая-то история? Первые деньги, самые первые перед запуском проекта, как появилась идея, мы сами просто с партнером скинулись, протестировали гипотезу и уже пришли с пониманием, что вот есть решение, мы сами туда инвестировали, мы сами готовы в этот проект вкладывать время, душу и энергию. И в нас поверили, нас инвестировали сначала 10 миллионов рублей. Потом сумма стала чуть-чуть больше, да. То есть вы раундами, да, привлекали, да? То есть сначала 10 миллионов рублей, потом еще 10, ну, суммарно это около 35 миллионов рублей мы привлекли. То есть, вот, если это все были ангельские какие-то? Все ангельские деньги. То есть следующий этап, ну, мы готовимся к раунду А. В принципе, вы уже готовы, чтобы общаться с фондами, да, для того, чтобы уже от фонда привлечь какие-то деньги? Конечно, да. Но у нас просто по пути нашего становления к нам постоянно кто-то приходил, мы с кем-то общались, но мы понимали, что в B2B, то есть у нас уже изначально была идея сделать B2C приложение, просто сейчас мы максимально к нему готовы. Вот. И сейчас то самое время мы как хорошее вино. Хоть, на мой взгляд, я считаю, что мы достаточно долго созреваем, но тем не менее в верном направлении движемся однозначно. Сейчас мы готовы к тому, чтобы уже прийти к раунду А. Это будет тот же самый проект или это будет отдельная история, отдельный бизнес? Мы делаем все внутри. Более того, у нас в этом году вообще идут полномасштабные обновления вообще, в принципе, по всем сферам нашего бизнеса, там, начиная от контрактов, то, что мы полностью их переделали. Придумали класс нашей технологии, мы назвали ее TMP, Transportation Management Platform. В ней уже, соответственно, будут формироваться блоки, это и такси, и доставки, и рейдбэк. Ты хочешь привлекать клиентов, тебе рейдбэк. Ты хочешь увеличивать средний чек, то тебе такси за покупки. Какие планы вы как компания ставите перед собой на ближайшие 3-5 лет? Мы достаточно большую ставку, как понятно, делаем на B2C-шное приложение. Привлечь инвестиции под это направление и масштабировать его в России. Потом уже довести его до определенного уровня и попробовать эту историю протестировать где-то на Западе. Потому что, опять же, почему на Западе? Потому что, опять, оценка здесь B2B, она X, с успешным B2C это там 10-100X, не знаю, 1000X. Если мы говорим про то же самое на Западе, это еще коэффициент 10-100 можно добавлять, потому что еще, если мы говорим про США, это потенциальный выход вообще на весь мир. То есть планы сначала, значит, выйти в B2C в России, да, потом, отработав технологию, попробовать выходить на западные страны. Да. Ну, США, в частности, не США. Что, спасибо тебе большое за игру, за интересный рассказ. Я хочу, чтобы у вас все получилось, спасибо. Чтобы вы нашли инвестора и реализовали план, потому что действительно стоящий, как мне кажется. Я слежу за интересными IT-историями, которые развиваются, и я вижу, что первый успех есть. Сейчас главное правильно нужно усилить и ресурсы, и технологию довести до ума, потому что если это растет такими темпами сейчас, это хорошее
хорошая предпосылка к тому, чтобы при правильном применении оно действительно в B2C могло заходить. Да, 100%. Вот, поэтому спасибо тебе. Вам Был спасибо. рад Да. встретить. С вашей помощью, кстати. Да, ну, мы тоже стараемся, чем можем помогать. А мы, вы растете, и мы Вы растем. растете все. Да.